Сегодня на обзоре у меня не самый крупный, как видите, фонарик и не самой крупной фирмы он. Фирма Westlight, честно говоря, я практически первый раз про нее слышу. Хотя обзоры на фонарики Bow Lab я смотрел. И обратите внимание, фонарик не Minima Bow Lab, а Minima Bow LED. И естественно, кто сделает обзор на обычный Minima Bow LED? Ну, конечно же, я. Итак, давайте начнем. И если спросите, что же это за фирма, а я вам сейчас расскажу. Кстати, на коробочке вообще никаких опознавательных знаков. Практически как спичечный коробок открывается. А в коробке еще один коробок, и он идентичный предыдущему. Но только открывается по-другому. Итак, вот он, фонарик, как видите, совершенно небольшой. И вот такие TTX характеристики у него. Нормальный турборежим, который обещает, что будет работать 3 минуты. Мы это, конечно, проверим на 800 люмен. Такой-то малыш. Интересно. А вот минималочка всего лишь 45 люмен. Где мои любимые 3 люмена. В минимальном режиме он работает 11 часов. В режиме 200 люмен практически 4 часа. В режиме 480 люмен 45 минут. Ну а в турбо надо замерять. Он довольно легкий и не боится воды, потому что IP68. Вот эта вот штука, которую хрен рассмотришь, стоит как треть этого фонарика. Фонарик недорогой, он меньше 20 баксов стоит, по скидке и того меньше. Итак, о чем я? Да, это тритьевая штучка, которая светит 10-20 лет. Ну, даже не знаю, как проверить, светит ли она 20 лет, уж очень долго. Но здесь немножечко спрятана неопасная радиация, которая светится. Комплект простой, 2 силиконовых запасных колечка. Фонарик ощущается как качественно сделанный, а все почему? Потому что фирму Westlight основали два товарища, Лео Вонг и Изи Данг. Это те товарищи, которые работали в Люминтоп, им там что-то надоело, они решили делать кастомные фонарики, а может им просто мало платили, и они основали фирму Westlight. Что-то, да, в свете они понимают. Стекло, как положено, просветленное. Отражатель, как положено, в виде апельсиновой корки, для того, чтобы ровная была световая картинка. И еще по кругу вот такой металлический безель. Так как он выступает на 1 мм, то при падении удачном на безель, по идее, не должно быть никаких сколов на твердом анодированном покрытии. Давайте разберем, глянем, что там внутри. Откручивается прилично, резьба смазана. Внутри вот такая вот заглушка стоит, которая не сразу вылазит. Работает данный фонарик на вот таком аккумуляторе 16340 на 850 мА. Естественно, порт заряда сюда встроен. Аккумулятор также брендирован Westlight. Я надеюсь, видно, имеем вот такой вот контакт на плюс. Собрано все довольно-таки качественно. А вот так выглядит обратная сторона, которую мы закручиваем. Здесь позолоченная пружинка. Сама кнопка, как видите, металлическая, алюминиевая. И в ней есть вот такой вот минусовой вырез. Он здесь неспроста. Производитель Westlight любит встраивать в свои фонарики вот такие вот отверстия, куда можно поставить как светящиеся трубочки, так и тритьевые штучки, которые светят, естественно, дольше, чем 3 минуты, как светонакопители. Зарядим аккумулятор. Резьба закручивается приятно. Клипса здесь односторонняя, но переставляется на любую сторону. Либо сюда, либо же сюда. Шершавость приятная, размер небольшой, вес тоже небольшой. Давайте проверим. 47 грамм, ну почти 48. Диаметр ровно 20 мм. Длина, как и заявлено, 79 мм. И давайте сделаем самое основное, попробуем вставить тритьевую трубочку. Она-то вставилась, но она не держится. И я-то думал, она должна держаться. Ну ладно, я разберусь с этим вопросом, как ее сюда зафиксировать. Ну, кроме клея. Клеем-то, конечно, я капну и зафиксирую, проблем с этим никаких. Перед тем, как я побегу тестировать, давайте пробежимся по режимам и по тому, как же работает здесь клавиша. Вернее, кнопка включения. Даже не буду говорить, что она тактическая. Нигде об этом не указано. Итак, полное нажатие мы фиксируем и включаем на минимальном режиме. Для того, чтобы переключиться, я так понимаю, есть два варианта. Выключаем, еще раз включаем. Либо же выключаем и, не фиксируя клавишу, то есть не нажимая до конца, мы начинаем перебирать режимы. 45, 200, 480, 800. Нравится режим? Фиксируем. Удобно? В принципе, да, но немножко нужно потренироваться, потому что изначально хочется сразу же вот так вот включить, а потом переключать получается не очень быстро. Нужно вот так вот клацать. Единственное, к чему я могу докопаться, это отсутствие минимального режима. Ну и я пока не разобрался, как закрепить же тритьевую штучку, которая должна все время светить. И неделька пролетела. Как вы понимаете, уже неделю у меня фонарик, поэтому созрели определенные выводы. Итак, давайте начнем с важного.
Сделал я обзор фонарика, и он у меня перестал включаться. Ну, практически перестал включаться, то включается, то выключается. И я написал товарищам в магазин, говорю: ребят, что-то тут не так, видать, брак попался. Они связались с производителями. Оказалось, если у вас такой фонарик и есть такие вопросы, то опираете и дозакручиваете вот этот вот безель. Он был недозакручен буквально на какие-то сотые доли миллиметра, потому что я даже не почувствовал. После этого все работает хорошо, а вначале я немножечко расстроился. Возможно, это мне так повезло, и вряд ли это часто встречается, но тем не менее имейте в виду. Второе, как видели, у меня не получилось вставить тритиевую трубку. Как человек, который с трубочками тритиевыми не был никак связан, мысли какие? Купил трубочку, вставил, нажал, все работает. Оказывается, все не так просто. Надежный вариант: заливаете смолой, которая затвердевает от ультрафиолета, светите ультрафиолетом и, в общем, радуетесь. У меня, к сожалению, ни клея, ни такой смолы нету, поэтому я решил сделать проще. Обмотал 2 слоя скотча, вставил, все идеально зашло. Выглядит вот таким образом. И я на самом деле не хотел намертво фиксировать эту штуку, поэтому вариант со скотчем тоже неплохой. Скотч прозрачный, поэтому потери яркости не замечено. Но хотелось бы более простой вариант. Например, к этой трубочке тритиевой идет еще одна прозрачная. Вы вставляете, обрезаете по размеру, вставляете и пользуетесь. Вот таким образом эта штука светится в темноте. Да, не ярко, но зато охренеть как долго. Больше 10 лет, по идее, должна светиться. И я теперь понимаю, что вот эти вот отверстия, которые также предназначены для тритиевых палочек, проще заполнить просто светонакопительными. Во-первых, дешевле, а во-вторых, проще устанавливается. Ну и на самом деле 6 тритиевых палочек — это не так уж и дешево получается. По нюансам света. Итак, здесь минимальный режим 45 люмен. Почему я люблю хотя бы 5, а в идеале 1 люмен? Потому что вот таким образом 45 люмен выглядит в подъезде. Далее 200 люмен, 480 и 800 люмен. Как вы видите, даже 45 люмен — это довольно-таки ярко. Особенно если ночью в комнате вы включите 45 люмен, сами понимаете, перебор по освещению. Так как светодиод не заявлен какой здесь, поэтому покажу вам нюансы по свету. Есть небольшой ореол. Камера передает его, да, вот такой вот желто-зеленый ореол, он абсолютно нигде не виден, кроме как на белом листе бумаги. Хотя на однотонной стене дома это ночью выглядит вот таким образом. В общем, на самом деле это заметно все только на вот таком вот листе. На стене, мне кажется, это уже не особо заметно, но для кого-то это важно, поэтому на всякий случай сообщаю. В руке лежит удобно, он, как видите, маленький, и ночью с ним, в общем-то, к примеру, выгуливать собаку довольно-таки удобно. Особенно меня радует металлическая кнопка, не люблю резиновые кнопки. А вот таким образом выглядит детская площадка ночью, если на нее светить яркостью 45 люмен. Далее переходим на 200 люмен. 480 люмен уже хорошо освещает площадку. И можно включить 800, тогда прям все видно. Но, если честно, разница с 480 не столь заметна, потому что менее чем двукратное увеличение идет по яркости. По удобству ношения на карманы. На некоторые джинсы садится практически до конца клипсы. А вот такие вот джинсовые шорты сейчас покажу, как садится. Немножечко не доходит до края клипсы, потому что, как видите, расстояние не позволяет полностью одеться на карман. На самом деле это ни на что не влияет, но мне кажется логичнее делать больше отверстия, чтобы полностью садилось на карман. А если вы захотите использовать как налобный фонарик, то нужно будет перецепить клипсу, и давайте попробуем это сделать. Вот таким образом довольно легко снимать, нужно давить на вот эти вот барашки. Если тянуть с этой стороны, довольно-таки тяжело. Давайте попробуем закрепим на кепку. Как видите, отлично держится, можно использовать как такой себе импровизированный налобный фонарик. Так как фонарик очень легкий, он вообще никуда не сдвигается, держится крепко. И при желании можно носить полностью без клипсы. Но для этого нам понадобится какой-нибудь тебляк, и давайте какой-нибудь зацепим. Оказывается, темляк хорошо зацепляется, если нажать клавишу. Если не нажимать, зацепляется, но так себе. С темляком потерять данный фонарик в принципе невозможно. Только если сами потеряетесь, потому что фонарик легкий и никуда с темляка он деться, в общем-то, не может. Да, он не просветит обещанные 3 минуты. В общем-то, я надеялся, но опять же, никакой фонарик никогда не светит заявленные турборежимы. 3 минуты — это достаточный срок для турборежима. Я подумал, яркость не сильно большая, теоретически может просветить. Конечно же, это все дело замерил. Включаете. Через какое-то время он теряет в пределах 10%, хотя, возможно, это я рукой махнул и сбился показатель. Тут я не могу точно сказать, но, скорее всего, он все-таки потерял яркость. И далее он начинает примерно к 40 секундам терять около 25% яркости. Это практически никак глазом ощутить нельзя, но если мы продолжаем дальше замерять, то видим, что где-то к 2 минутам и 30 секундам он уже теряет яркость приблизительно в половину, то есть до 480 люмен.
Поэтому, к сожалению, 3 минуты я ему засчитать не могу. Давайте засчитаем ему около минуты. График выглядит вот таким образом. Отсчет начинается со 110 секунд. И, как видите, идет несколько ступенечек. И первая ступенька не держит минуту. Держит она, как видите, немножечко меньше. В общем, неплохо. Теплоотвод у фонарика есть. Он прогревается градусов до 40, не больше. Но, как обычно, чудо не произошло. И 3 минуты в турборежиме он не светит. Ну, в общем, никакой фонарик не светит 3 минуты в турборежиме. Попробовал данным фонариком светить на парковке, 45 люмен, и вы уже найдете свою машину. 200 люмен вполне себе достаточно яркость, 480 уже вся парковка освещается, ну и 800 вам поможет без проблем найти вашу машину, даже если она очень где-то далеко стоит. Еще раз расскажу про управление. Кнопка здесь двухпозиционная, есть полунажатие и есть полное нажатие. Полунажатие служит для того, чтобы выбирать яркость. Как видите, я только что попал в стробоскоп. Если вы захотите второй раз попасть в стробоскоп, вы попадете либо же в СОС, либо же в маячок. Потому что режим запоминается. И повторные включения перебирают режимы маячок, СОС и стробоскоп. Поэтому для самообороны данный фонарик не подходит. Ну, он-то не подходит и по яркости свечения, этого мало. Но на всякий случай вам скажу, что вероятность того, что следующий режим будет стробоскоп, 1 к 3. Зачем вам это надо? Лучше не рискуйте. По итогу мне фонарик понравился. Нравится алюминиевая кнопка, нравится то, что в нее можно вставить светоотражающую какую-нибудь штучку, тритиевую, либо светонакопительную. Также понравился металлический безель. Он, во-первых, защитит при падении от скоцывания фонарик, а во-вторых, когда вы включаете фонарик и ставите на стол, всегда видно, что он включен. Мало ли, но бывают ситуации, что вы можете включить, поставить, и свет полностью блокируется, если безель ровный. Здесь же безель вот такой вот ребристый, поэтому всегда видно, что фонарик включен. Понравилось качество изготовления, форма фонарика, она классическая, удобная в руке. Производитель подумал о том, что вы сможете фонарик поставить вот так и направить свет в потолок. Плюс эти два выступа блокируют случайные нажатия. Так можно нажать, так вы не нажмете, и вот так тоже не нажмете, зато на столе он хорошо стоит. А какие нюансы у него есть, я думаю, вы уже поняли. Нету нормального минимального режима. Вот это мне, конечно, пригодилось бы, потому что мне нравится 1-2 люмена, и я считаю, что не ставить в фонарик DC-шные такие режимы, ну, это, честно говоря, странно. Вот в этом фонарике, кстати, тоже нету минимального режима. Почему так, я иногда производителей не понимаю. А в остальном же фонарик отличный, мне понравился, он стоит довольно-таки разумные деньги. Конечно, хотелось бы попробовать такую же версию, но LED, чтобы понять, чем же так хорош лазерный фонарик. И можно ли им пользоваться как DC-шником. А возможно, это будет в следующих сериях. А пока фонарик неплохой. Если вас устраивает такой размер фонарика и отсутствие минимального режима, то вам фонарик подойдет. Брать можно. По качеству фонарик показал себя с хорошей стороны.